Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Сегодня мы уделим внимание, друзья, психосоматике и поговорим о том, почему у вас деньги есть и сразу их нет. То есть поговорим о причинах, по которым у вас денег нет или у вас есть сложности с деньгами. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца и начните прорабатывать те причины, которые у вас есть, для того, чтобы у вас все было хорошо. Итак, первая причина, как правило, в том, что вы застряли в детской позиции. То есть вы не зарабатываете деньги. Вы, знаете, как привыкли, как маленькая девочка или маленький мальчик, привыкли играть в свои куколки или в машинки и ждете, пока мама, папа, возможно, государство, в общем, кто угодно придут вам и дадут вам денежки. Но вы должны понимать и то, что ждать вы можете очень долго и при этом безуспешно. Далее, следующая причина, по которой у вас и есть деньги, и нет денег, вы ничего не делаете для того, чтобы деньги появились в вашей жизни. Ну, самый простой вопрос, который вы можете задать себе, что сегодня вы сделали для увеличения своего дохода. А вчера что вы сделали? А, например, как неделю назад. Только честно, вот сами себе напишите, возьмите листок бумаги и напишите и признайтесь. Далее, многие из нас считают, что деньги – это зло, и что их честным путем невозможно много заработать. И, вы знаете, вот эта формулировка делает вас и несчастными людьми. Потому что обязательно вам придется за деньги заплатить, как вы можете думать, например, своим здоровьем. В общем, у вас в голове куча негативных установок про деньги. То есть вы думаете, что если человек имеет машину дорогую, имеет квартиру, например, в центре города, то это говорит о том, что он, значит, заработал нечестным путем. Вы ошибаетесь. Во-первых, вы должны перестать думать о ком-то, видеть кого-то как своего врага, а начать думать о том, как вы можете заработать. Следующая причина – это у вас не настроены психологические границы. То есть у вас нет границ, нет денег, потому что деньги, например, были общие, например, с мамой у вас, да, или у вас были общие деньги с мужем, или, например, как вариант, мама много не зарабатывала, ну и вы также себе ставите установку, что и я не буду зарабатывать. Или другой вариант, папа у нас зарабатывает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но за минимальную сумму, и вы тоже думаете, что я буду также зарабатывать как папа. То есть вы перенимаете вот ту границу психологическую уже на себя. Далее, как мы сейчас будет не обидно, но мы скажем о том, что вы воруете. Здесь мы не говорим о том, что вы воруете деньги какими-то большими суммами. Нет, вы даже самое простое, вы можете воровать. Мы не имеем в виду, что именно вот кто у нас сейчас смотрит, что именно вы. Но вы должны просто проанализировать для себя. Вы воруете, например, несете домой с работы степлер, как вариант, туалетную бумагу. Или, например, если вы любите путешествовать, вы берете эконом-класс, да, и забираете, например, плед из самолета. Или, возможно, вы останавливаетесь в гостинице и забираете оттуда тапочки, шампунь, мыло, зубную щетку. А хотя это изначально в гостинице предназначалось как единоразовое. То есть вы воруете, вы сами у себя воруете вот энергию эту денег, энергию изобилия. Вы должны понимать, что вот такое вот воровство, его каждый по-разному называет, но все-таки мы считаем, что это все-таки мелкое воровство, и, знаете, оно плохо влияет на деньги. Далее вы создаете бедность вокруг себя. Что здесь имеем в виду? У вас рваные старые домашние какие-то вещи, возможно, у вас хлам на балконе, у вас посуда с трещинами и сколами, у вас есть какое-то отложенное на выход платье или костюм, хотя этого времени у вас еще не осталось, но вы вот его отложили и ждете вот этого чудного момента. Или у вас что-то есть отложенное, ну, как вариант, да, на Новый год, на какие-то праздники. Не надо, живите сегодня и сейчас. Принимайте все знаете, с такими добрыми намерениями. Это есть, и завтра еще будет лучше. Также очень многим людям жалко тратить на себя, потому что вы должны понимать, что вы у себя не на последнем месте. Вы – это вы, поэтому уделяйте себе время. Вы должны
не заниматься, например, своими мужем, детьми, работой, займитесь собой. Может, вы давно мечтали, как вариант, пойти в салон красоты. Возможно, вы мечтали, возможно, какой-то экстремальный попробовать туризм и так далее. Вы должны не жалеть тратить на себя. Далее вы должны знать, чего хотите вы в денежном эквиваленте. Вы должны понимать, что для вас, например, 100 рублей или 100 долларов, да, или 100 тысяч, сколько вы хотите иметь денег в месяц, в год, в жизни, что вы хотите. Далее, если вы заработаете деньги, то на что вы их потратите? Или вот они у вас будут лежать. Очень часто вы видели, кто принимал участие в каких-то тренингах, семинарах, задавался всегда вопрос, если у вас будет сегодня $1 миллион, на что вы потратите деньги? И вы знаете, 90% людей в этот момент очень, знаете, как мы не знали, что делать, то есть на что ответить, на что вы потратите деньги. Они не могли, знаете, вот такое было ощущение, что человек в каком-то ступоре находился. Поэтому вы сами для себя должны ответить на эти вопросы. Когда вы сможете ответить на эти простые вопросы для себя и переосмыслить свою жизнь, и начать двигаться, знаете, вот делать шаг за шагом, ваша жизнь кардинально изменится. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся уже в следующем видео.